Всем привет, друзья, товарищи и соратники! Сегодня мы поговорим о том, почему автодилеров ждет провал в этом году по продажам. И это не наши слова, а слова Автостата России. Причем эта же инстанция заявила, что рынок заполнит китайские автомобили, а потому что у них нет дефицита в чипах. Вы же слышали об этом? Пишите в комментариях, ну а мы приступим к детальному обзору данного вопроса. Многие наши подписчики заметили, что сейчас активно крутится тема по поводу допов. Ведь согласитесь, неприятно, когда ты едешь покупать машину за 2 миллиона рублей, а по факту тебе ее продают за 2,5 миллиона. Если согласны, ставьте лайк. И такой бардак длится уже минимум год. Одни сваливают вину на сторонние организации, например, как АвтоВАЗ свалил повышение цены на металлургов, другие сваливают на отсутствие на официальном рынке чипов, из-за чего бортовые системы не могут работать. Третьи просто отмалчиваются и продолжают гнуть свою линию. Автостат также сообщает, что повышение цен, вопреки ожиданиям, не снизило спрос на машины, а наоборот подстегнуло его. И наварились на всем этом, естественно, дилеры, втюхивающие допы всем и вся, причем иногда делая это совершенно необоснованно. И если в прошлом году это работало, то в этом году это может работать в обратную сторону. Все это по заверению Автостата. Дело в том, что потребители тоже имеют голову на плечах и понимают, что выбирая между скудной комплектацией с высокими ценами на отечественный автопром и европейский сегмент, и между китайскими автомобилями, вторые выигрывают в любых планах, что по цене, что по наполнению. По мнению все того же Автостата, рынок российских автомобилей показал годовой рост в районе 3%, но вот этот год может оказаться полностью провальным. И мы, кстати, можем согласиться с этим утверждением. Дело в том, что в 2022 году клиентов, готовых отдать внушительные деньги за новую машину, станет меньше, а вот цены, которые предоставляют дилеры, вырастут, причем намного, и коснется это европейского и отечественного сегмента авторынка. И если в 2019 и 2020 годах рост спроса был небольшой, а в 2021 году он был просто огромный. Логично ожидать при сложных всех этих факторах, что в 2022 году спрос упадет. Прибавим к тому, что на рынке комплектующих наблюдается жесткий дефицит чипов. Ходят слухи, что все это из-за политических склок, а кто-то говорит, что это все из-за нехватки материалов. Но как бы то ни было, дефицит есть, и сказывается это на всех странах. Например, в декабре 2021 года 60 тысяч дорогостоящих грузовых автомобилей в США просто были заморожены. Для них не хватило чипов, и до сих пор они простаивают. И если дефицит сказывается на европейских производителях, то вот у китайских концернов такой проблемы не наблюдается. Откроем вам большой секрет: даже в Китае есть черный рынок технологических компонентов. И в одном видео мы даже рассказывали, как во время нехватки чипов производитель решил позаботиться о своих потребителях и закупил чипы на черном рынке в 100 раз дороже в убыток себе, не повышая при этом цены на автомобили, хотя и попал под раздачу законодательных органов Китая. А это означает, что на первые позиции в 2022 году выйдут китайские автомобили, над ценами которых дилерские партнеры не властны, так как это жестко прописывается в договорах о сотрудничестве. То есть клиенту будет гораздо удобнее взять без огромной наценки китайскую машину в отличной комплектации, оставив дилеров европейского сегмента с носом. Стоит отметить, что китайские производители эту тему проанализировали и постарались максимально наполнить рынок своей продукцией. Некоторые концерны даже специально открыли производственные точки на территории РФ, причем новинки на рынок СНГ поставляются все в более интересных комплектациях и вариантах. И даже максимальные цены на китайские автомобили вполне могут конкурировать с базовыми ценами на европейские авто. Сейчас отчетливо виден рост продаж китайских авто в Российской Федерации, и у нас этому посвящен целый выпуск.
И по прогнозам Автостата это сыграет основную роль в надвигающемся буме спроса на автомобили из Поднебесной. Тем более, что цены на китайские машины растут минимально и редко, в сравнении с тем же АвтоВАЗом, который 7 раз за год поднимал цены от 20 до 40 тысяч за один раз. Кстати, Денис Мигаль, президент Дилерского союза, указал, что необоснованное повышение цен за счет дополнительного оборудования является нелегальным, если от допов отказаться нельзя. Также Мигаль дал ценный совет. Если вы заказываете автомобиль онлайн, то стоит учитывать, что делаться он будет на заводе конкретно под вашу заявку и комплектацию. А это займет время. Если вам машина нужна сразу, а в такой комплектации ее продают только с допами, то имеет смысл связаться с производителем. Руководствуясь законом через производителя, вы сможете получить свой автомобиль по рекомендуемой цене в том же центре, так как именно закон о защите прав потребителей на вашей стороне. На этом наш обзор подошел к концу. Ждем от вас ваш лайк, согласие, подписку и пинок в колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск, который будет ждать вас уже завтра. Удачи!